Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео будем с вами разговаривать касательно топа лучших пушек против таргов. То есть лучшие антиксена стволы. Естественно, будем рассматривать многие. И, конечно же, есть определенные фавориты, но недавно, совершенно буквально, вот может неделю назад, может чуть раньше, ввели новые стволы. Модифицированные пушки стражей. Они тоже будут у нас, естественно, в тестах, как и обычные АИ многостволки, АИ блоки ракет и так далее. Ну что ж, обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. Такс, давайте по порядку. У нас довольно много антиинопланетного, либо антиксена вооружения, которое у нас против торгоидов. У нас есть, так сказать, три линии. Это человеческие пушки, это стражевские пушки и стражевские пушки, но модифицированные. Касательно них и видео имеется, если не забуду, вот сейчас будет подсказочка. Перейдем к перечислениям. Давайте непосредственно разбираться. Человеческие технологии, все дела. Блок ракет АИ. Ракетная батарея, запускающая боеголовки без самонаведения с опасными для корабля торгоидов веществами. Существует лимит на экспериментальные образцы вооружения на корабле 4. То есть, что это 4, что это 4, но вот этого можно ставить сколько угодно. Это к этому делу не относится. Эта штука, чтобы сбивать рой. Она вам нужна будет в любом случае, если вы будете фармить. Можно, конечно, без нее, но лучше бы она была. В общем, есть фиксированный вариант, есть турельный вариант. В чем прикол? Турельный будет просто наводиться на цель, но ракета будет лететь по прямой. То есть следовать по цели она не будет. Неудобно, скажу сразу. Не рекомендую вообще в антиксена билдах использовать турельные варианты. И еще многостволка. Скорострельное артиллерийское орудие на неподвижной установке стреляет мелкокалиберными снарядами, содержащие опасные для кораблей торгоидов вещества. Тут то же самое. Берем фиксы и развлекаемся. Но если вы пойдете на не на перехватчиков, а на разведчиков торгоидов, это маленькие такие ребята, вот тут уже турельный вариант хорошо себя покажет, потому что он будет нацеливаться, а они маленькие, юркие, быстрые и так далее. Вот для них это must-have. Но когда мы идем на таргов, скажем, 5, 6, 7, 8, 9 сигнал, их там либо мало, либо совсем нету. Я сейчас говорю про скаутов. Поэтому использование турельного билда на этом, ну такое. Еще у людей представлены такие варианты вооружения, как продвинутый ракетный лоток. Версия стандартного ракетного лотка на неподвижной установке, которая стреляет ракетами без самонаведения. Это сочетающая технологию людей и стражи модификация разработана с возможностью ведения огня с синтетическими боеприпасами, действующими на инопланетян, поэтому она эффективна как против инопланетных противников, так и против кораблей людей. Это все прекрасно, но прикол в том, чтобы она работала против таргов, нужно через меню синтеза это дело зарядить, а на это, ребята, у нас уходят материалы, так что использовать такое или нет – спорный вопрос, но ограничения на количество данного вооружения нету. То есть, если те вы можете ставить 4, то тут уже сколько вам угодно. И такая же история у нас с многоствольными орудиями. Вот, продвинутая многостволочка, пожалуйста. Версия многоствольного орудия на подвижной установке, производящая скорострельную стрельбу мелкокалиберными снарядами, сочетающая технологии людей и стражи, модификация, короче, тоже точно самое. Но только у нас два размера, второй и первый. Собственно, как и с ракетами. Довольно неприятно. Теперь, что касательно вооружения против торгоидов, и именно у стражей. Эта штука открывается у техноброкера стражей. Да. У меня открыты не все размеры, но этого достаточно, чтобы понять общую, так сказать, тенденцию. Что у нас тут получается? Осколочное орудие стражей. Артиллерийское орудие малой дальности на неподвижной установке, созданное на основе технологии стражи, существует лимит, опять-таки все понятно. В общем, дробаш, но который работает по торгоидам. Хороший, но большой разброс. Плазменная пушка стражей. Высокомощное орудие на подвижной установке, понятно. В общем, плазма, которая стреляет по стражам, тоже неплохая штука. И то, что любят почти все, это пушка Гаусса стражей. Это, в общем, рельса против таргов. Все прекрасно, но... И это еще не все, что имеется. Есть улучшенные варианты. Но в данных тестах у нас будут еще и новые пушки. Новые модифицированные пушки стражей против торгоидов. В их перечень идет плазма, рельса и осколочное орудие. Осколочное орудие очень быстро летит, очень высокая кучность,
плазменная пушка, урон чуть повыше, очень быстро летит, а рельса, то есть пушка Гаусса, работает, блин, как имперский молот по сравнению с обычной рельсой. То есть, в принципе, интересно будет посмотреть на эффективность данного дела. Я же не только буду вам показывать, рассказывать в этом месте, мы еще с вами полетим на таргов с этими пушками. И будем выбирать, что лучше и удобнее. Касательно построения фита, пока не готов делать гайды. Касательно того, как правильно биться против таргов, тоже не готов делать гайды. Будем просто ставить различные виды вооружения и смотреть, какой из них покажет себя лучше. Я ставлю, скорее всего, на обычную рельсу, стражевскую, не модифицированную, и на модифицированное осколочное орудие. Но там будет понятно. Будем летать против циклопа и вышибать ему сердце. Чем быстрее, чем удобнее. И, естественно, я понимаю то, что есть и другие таргоиды, и Василиски, и Медузы, и Гидры, но там, ребята, это уже high-game контент. Пропасть между Циклопом и Василиском колоссальная касательно количества роя и касательно скорости перемещения тарга. Василиск, сволочь, самый быстрый из всех таргов. А смотреть мы будем на Анаконде. Потому что здесь есть 4 третьих слота. Можно было, конечно, на Крайте МК-2, либо на Крайт Фантоме, но в другой раз. Вот наш таргоид, давайте-ка воспользуемся ксеносканером, чтобы видеть, куда нам стрелять непосредственно. И чтобы была возможность переключения между его сердцами. Чуть дадим задний ход и начнем. А вот и сердце. Ребят, ну это очень неудобно, как по мне. Особенно попадать в сердце. Сблизи, конечно, может быть, да, но... Нет, смотри, попадаю. И когда он поворачивается к нам боком, либо спиной, попасть сложнее. И он закрыл сердце. Да уж, великолепное вооружение, прям супер. И плюс в случае, если мы получим коррозию, мы не сможем толком прогреться. Мне кажется, с этой пушкой мы больше всего потратим времени на уничтожение одного сердца. Повторюсь, во всех предыдущих заходах с другими пушками тоже буду выносить только лишь одно сердце. Но это просто что-то с чем-то. И он снова его закрывает. Ну мне же, честно, жалко и ваше, и свое время, но мы почти вынесли одно сердце. Пипец, как долго. И снова перезарядочка. Ну, если по прямой стрелять, то да, естественно, попадаете, но такое будет редко. Понятно. Я думаю, с многостволками разобрались, и вы их не будете использовать в таких местах. И, друзья, если вы считаете то, что вы сможете взять там осколочное орудие, заинженерить себе их в усиленный вариант, у вас будет типа дофига урона на той же самой Анаконде, потому что много орудийных гнезд освоится, все прекрасно, я вас разочарую. Резисты у таргоидов к человеческому вооружению обычному
99%. У скаутов, у разведчиков уже 75%. Но все равно это очень и очень неудобно. Следующий торгоид, и у нас блок ракет АИ. Естественно, также проводим ксеносканером. Жалко, кстати, то, что он так долго работает. Отлично. Сердце открылось. И что-то как-то фигово попадаем. Да, скорость полета снарядов, конечно, ожидает да получше, но, увы и ах. Что есть, то есть. С большого расстояния фиг попадешь. Торгоид очень часто меняет направление. И скорость. Единственный момент — это подождать, пока он развернется в нашу сторону, и, так сказать, подхватить его на этом деле. Но что-то как-то да. Неудобно, реально неудобно. И вот он развернулся, и все. Да уж, неудобно, прям очень-очень-очень-очень-очень. Давайте попробуем прям вблизи, я не знаю. Но он закрыл сердце. Даже вроде как похуже, чем с многостволкой получается. Естественно, конечно, это мои руки. Прокладка между стулом и монитором не лучшая. Вот он сначала пошел вверх, а потом резко сменил направление в другую сторону. И еще из-за этой кучи обломков подлагивает, но все-таки как-никак в Одиссее. Я вообще попасть не могу, как будто, блин, упреждение неправильно работает. А, вот попал. Забавно. В общем, ребята, вариант, как вы понимаете, такой себе. Прежде чем будем смотреть сейчас плазму стражей, такой момент. Обратите внимание, множитель урона при полном заряде. То есть, как бы, урон тут маленький, но множитель урона серьезный. То есть, нам нужно стрелять с полной зарядки, а не просто спамить на мышечку. Сейчас покажу. Вот, смотрите, в чем прикол. То есть, обычные выстрелы. И да, кстати, эта штука греется и много жрет силовой, да и распределителя тоже. А вот теперь заряженный вариант. Вот так вот. Давайте смотреть плазму. Там, правда, две штучки не перезарядилось, но не супер страшно. Так, сканирует меня, я сканирую его, все по-честному. И сразу открывается сердце. Смотрите, как интересно, а? И попадаем. Ну ладно. Один раз попали, уже хорошо. Распределитель жрется добротно, я вам скажу. И здесь при этом стоит быстро заряжающийся распределитель на все системы. Сердце уничтожено. Ну реально же удобнее, ну правда.
Просто человеческие вот эти приколки мне вообще не зашли. Ой. Ой-ой-ой. Неожиданно. Неожиданно. Нежданно-негаданно. В общем, человеческие пушки, как видите, ну прям проигрывают. Ты ж да отстань-ка от меня. Все, нормально. Улечу спокойно совершенно. И да, на большом корабле уйти от Тарга довольно проблематично, учитывая то, что он летит со скоростью 450 метров в секунду. Теперь тоже плазменная пушка стражей, но модифицированная. Касательно этих, так сказать, стволов, отдельное видео, повторюсь, оно будет в описании под видео, как их открывать и, собственно, все остальное. А мы сейчас просто будем смотреть, что и как. Ну, с одного выстрела понятно. Дайте-ка я нацелюсь на это сердечко. Блин, жрет распред, конечно, как не в себя. Ну и вышибает тоже довольно добротно. Помимо разного урона и всего прочего, этот снаряд летит гораздо быстрее, чуть ли как не рельсотрон. Очень удобно. Очередной Тарг и очередные новые пушки. Осколочное орудие стражей. Залповые орудия видели? Ну, дробовики. Что-то вроде того же самого, но от стражей. Сканируем, сканируем. И, друзья, вам придется держать так, ну, близко. Близко будет бой идти, ибо разлет у них серьезный. Открыли. Перезарядочка. Теперь просто ждем. Ой-ой-ой, это неприятно. Давай сюда. Тихо, 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 киса. Все. Это страшная штука. Но только лишь если вблизи. На большом расстоянии с этой пушкой будут прям серьезные проблемы. Ну вот уже второе сердце пошло, ну и так далее. Но разлет довольно серьезный. Да отстань ты уже. И да, друзья, благодаря вашей активности, просмотрам, комментариям, продолжайте, пожалуйста, в том же духе. YouTube теперь у вас будет спрашивать, оцените данное видео вот таким вот видом. И если вам не сложно, поставьте звездочки. Спасибо. Следующий торговец и следующие пушки. На очереди осколочные орудия, но не простые, а модифицированные. И, ребята, они, правда, жрут побольше. Да, урона чуть-чуть поменьше, но кучность и скорость полета снаряда окупают все это дело. Это если вкратце. Давайте смотреть. Сканируем торговеда нашего любимого. Начинаем веселье. Все. И это все, друзья. Обратите внимание на кучность. Очень кучно. Правда, корабль греется неистово, как вы можете заметить. Но куча прям добротная. Нравятся они мне. На моем крайте они зашли мне прямо на ура на стримах. Немножечко дополнительной информации. Как вы видели, корабль сильно греется. Можете, чтобы это дело избежать, делать разделение на пушки. То есть стрелять не 4 сразу, а по 2 раздельно. То есть, грубо говоря, с правой стороны, с левой стороны, либо сверху снизу, я думаю, понятно. И еще. Ставьте другую силовую. Не разожранную в усмерть, как здесь, а, скажем, бронированную. Почему бы нет? Но тогда и фитец будет другой. Можно ставить еще более эффективную силовую. То есть та же самая гайка на повышение теплоэффективности. Но тогда силовой будет еще меньше. Учтите, гайды касательно всего этого дела будут в скором времени. Сейчас мы разбираемся исключительно с пушками, которые мы будем использовать. Ну, которые удобнее. Рельсы, рельсы, стражи, стражи, ехал торговец запоздалый. В общем, эта пушка Гаусса Стражи, называют ее в простонародье рельсой. Я думаю, понятно почему. В общем, давайте смотреть, как она себя поведет. Ее очень часто все используют. Да и я с ней летал, да и до сих пор она хорошо себя показывает.
Теперь выбираем сердце. Ну это же прекрасно. Стреляет в одну точку. Правда, греет сильно, но это и плюс. Можно снимать коррозию. Пушка хорошая, действительно. Но есть ее улучшенный вариант. Смотрим. Модифицированные пушки Гаусса стреляют как рельсотрон имперский молот. То есть, но с обоими 4 выстрела. Подлетай, торгует. Сейчас мы с тобой будем разбираться. Естественно, сканируем, чтобы все нам было прекрасно видно. Погнали. Сердце открылось. Или не открылось, непонятно. Еще разок. Вот теперь точно открылось. Выбираем его. Попадать... Ну, не то, что тяжелее, не знаю. Вот спорный момент. Касательно этой рельсы, по крайней мере, у меня. Она вроде должна быть получше. Ну, вроде как непонятно. Естественно, урон за 4 выстрела наносит такой же, как и та за 1 выстрел. Учитывая скорость, скорострельность, точнее, прошу прощения, у вас есть шанс попасть, если вы промазали, немножко сместили. Но все же. Странновато. И, конечно же, да, нам еще помимо сердец нужно выбивать щиты Таргу. Я не стал еще показывать этот момент, тут и так все понятно, как это будет работать. И давайте-ка подведем итоги. Начнем с... Давайте, человеческие антиинопланетные дела. Многостволка АИ. Такое себе. Мне, честно, не нравится ее вариант в плане фиксов, в плане гимблов, как я и говорил. Если против разведчиков торгоидов, то хорошая штука must have. Если на большого перехватчика лезть, то уже есть некоторые проблемы. Блок ракет антиинопланетный хуже, чем плазма, как по мне. Урон наносит, стреляет, скорость полета снаряда маленькая, упреждение нужно брать, и еще торгоид у нас меняет быстро направление, если сблизи, то ок. А так, ну такое. Плазма. Плазма у стражей сама по себе хороша, но скорость полета снаряда подкачивает у нее, ибо опять-таки то же самое упреждение и прочее. Но в плане снятия щитов Тарга мое почтение хорошо работает. Но у нас же есть улучшенная плазма, поэтому она выходит на передний план, нежели обычная. Осколочное орудие. Осколочное орудие стражей по умолчанию, вот которые 3-го класса, не модифицированные, молодцы. Достаточно хорошая штука. Если полетите компанией, то почему бы всем просто не взять дробовики и не шмалять по Таргу, а вось кто-нибудь да попадет. Хороший вариант, мне нравится. Но модифицированный их вариант нравится мне гораздо больше. Прям, я бы сказал, во много раз больше. Его и в соло можно использовать. Но греется корабль. Но об этом я вам уже говорил. Рельсы стражей, точнее Гаусс, пушка стражей, это просто великолепный фаворит, именно немодифицированный ее вариант. Нравится, использую я и используют многие до сих пор. Модифицированный ее вариант, ну, вы сами видели, что-то вроде да, что-то вроде нет. Я бы говорил так, если хотите лететь соло, берите гауссовку, обычную от стражей, будет хорошо. И либо же новое модифицированное осколочное орудие стражей тоже в соло зайдет, ибо куча летит хорошо и очень быстро. Ну а дальше мы идем уже вниз, это новая модифицированная плазма, потом обычная плазма стражей, ну а человеческие эти пуколки мне вообще как-то ну не зашли. Будем честны, я думаю, вам тоже. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, и недавно перешагнули отметку в 500 видео. Да, говорю о том, сколько я отснял, чтобы вы понимали, сколько контента в этой игре, и чтобы не слушали людей, которые говорят то, что тут его мало и заняться нечем. И поверьте, еще очень много работы мне предстоит, чтобы отснять то, что будет вводиться и вводится в данный момент в Одиссее. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение ручное, корабельное, комбезы, как все это инженерить, как собирать различные фиты, различные интересные места. Ксенобиология, между прочим, еще тоже. В общем,
Полная кладезь знаний вас ждет в описании. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, кооперироваться друг с другом, чтобы играть хоть в CS-ку, хоть в дотку, не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу. И еще, моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть свои подконтрольные системы, станции, космопорты и так далее, и мы расширяемся, уже не одна система. Если хотите в этом деле поучаствовать, то вам в Discord, там подробные правила вступления и правила нахождения в эскадре, как минимум шнуры мы не дергаем. И, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.